Друзья, всем привет! Сегодня у нас на разборе очень интересное видео пирокинез. Кому непонятно, это работа с энергией огня. И в этом видео, сейчас сами все увидите, а далее я дам все комментарии. А мой друг Данила поможет мне в этом. Друзья, вновь с вами Эросвете. Сегодня я продемонстрирую пирокинез с более крупным предметом, нежели какая-то бумажка или еще что-то. Итак, столб дерева, но как мы видим, он уже немного обгоревший. Нам его не очень жалко, поэтому я попробую сделать здесь пирокинез. Итак, внимание! Эраст, вот это видео, оно просто нереально крутое, потому что для меня пирокинез это, максимум там или спичка, или какой-нибудь там, не знаю, кусочек ваты, да, но здесь горит целое дерево. Единственное, мне было немножко жалко вот этого дерева. Не расскажете ли вы немножечко поподробнее вообще, что это за дерево, как именно вы готовились к этой технике, потому что в предыдущих сериях этой рубрики вы рассказывали, что там на левитацию там 45 минут, на телекинез там 14 дней, а вот для вот того, чтобы вот так вот сделать, то есть, чтобы сгенерировать вот этот вот огонь, сколько нужно времени? Вообще здесь уже немножко измеряется не во времени, а именно в наработке температуры. То есть энергия, техника наработки температуры, она в принципе довольно быстро делается, но если вы заметите, на этом дереве уже были следы огня. Я выбрал его не случайно. Это дерево кем-то поджигалось, то есть какие-то вандалы его все-таки решили сжечь. Я бы никогда не стал поджигать новое свежее дерево, которое молодое, чем-то ему повредить. Потому что, если честно, я сам не до конца знаю, насколько глубоко расходится огонь внутри. То есть температура, насколько она вредит стволу дерева. Если бы это была только лишь кора, но температура проходит на весь объект, именно непосредственно на площадь влияния. Поэтому дерево было выбрано не случайно, я заранее знал, что оно будет. Я спросил у моих друзей, где здесь есть место, где отдыхают люди. Они сказали, что вот есть определенные места. Кстати, это было даже не в Юте, это было в другом штате, как вы видите по природе. В Юте нет таких мест. И мы с друзьями выбрали это место, они показали, что там отдыхают. Мы нашли это место, оно уже было сожженное. И я готовился 2 дня. Мы в тот момент отдыхали с друзьями у них в гостях. И я 2 дня готовился. Но опять-таки здесь подготовки были небольшие. Если мне сейчас не изменяет память, где-то порядка по часу в день. То есть час в день я именно генерировал энергию огня. Как это делается? Вы ставите руки примерно на расстоянии 30 сантиметров. Медитация, и далее вы пытаетесь сжать энергию и создать из этой энергии огненную энергию. Ну а далее выпуск. Как делать выпуск, уже многие, думаю, знают. В этом видео единственное, что меня немножечко удивило, что и меня, кстати, спрашивают, почему не загорелась кора, и я не знаю. Дело в том, что когда вы управляете стихией огня, вы не всегда ее контролируете. Это примерно как корабль без руля. То есть идет, куда дует ветер. На самом деле здесь вы не понимаете, в какую сторону будет направлена энергия. Скажу вам даже такой интересный курьезный момент. Один раз у меня загорелся ботинок. Вот я сам не понимаю, как он не загорелся, но пошли какой-то дым пошел с ботинка. Ботинок, в принципе, кожаный был, и ему загореться было сложнее. Я пытался зажечь траву. Это была моя техника тренировки, я даже не снимал, и у меня задымился ботинок. Мне пришлось быстро, всегда у меня есть рядом с собой вода, огнетушитель, то есть чтобы я всегда, и мне пришлось вылезть. Потому что в пирокинезе вы не всегда знаете, на что будет направлена энергия. В принципе, вы ее направляете, но сами прекрасно понимаете, что такое вихри, как вихри расходятся. И, например, если вы направляете телекинез, куда больше идет направленная энергия на тот предмет работает, в пирокинезе она может захватить все, что угодно. Поэтому крайне не рекомендую вам тренироваться, это делать дома. Только всегда на улице, только всегда в тех местах, где поблизости нет легковоспламеняющихся предметов. Поэтому я всегда этот модуль выношу в самый конец, для того, чтобы люди уже морально созрели, подготовились и были уже, знаете, взрослые, духом были готовы
к тому, что это не эксперимент, не просто давай поприкалываемся и что-нибудь подожжем, а непосредственно очень сильная работа с энергией. И знаете, когда человек уже переходит определенные границы, ему уже не так хочется показать кому-то, как понять самому, на что он способен. Ну, поэтому, наверное, один из последних модулей. Эраст, а бывает ли спонтанное воспламенение у того вот человека, который уже освоил эту технику? То есть, к примеру, он там спит, ему что-то снится, и, возможно, там через сон, да, загорается его подушка, его кровать или еще что-то вот в этом духе. У меня такого не было, но я слышал о таком моменте. Это был у сильного мастера, он был знаком с Арне, у него загорелся дом. Благо загорелась одна комната, вещи, вернее, загорелись в комнате, сработал датчик, и он успел его потушить. Он был в состоянии очень приближенное к гневу. Какая-то случилась ситуация жизненная, и ему эта ситуация его не отпускала. И он все накаливал эту страсть, а она, вот наш гнев, он очень сильно связан с температурой. И, видимо, настолько был сильный выпуск энергии настроен, что она сработала автоматически как-то. Для меня не всегда понятно, как может быть непроизвольный выброс огня. Но он был, это я точно знаю. Ну и наверняка у многих других практиков тоже было. Но это опасная техника. Вообще, тут есть определенные замки, их нужно уметь ставить. Об этом я рассказываю, так, когда человек чего-то добивается, потому что здесь действительно вы уже здесь действительно играете с огнем. Я вас понял, но на основном курсе вы рассказываете об этом, да, о замках? На основном курсе я краем прохожусь по этим замкам, рассказываю о них, но на самом деле этот курс, он настолько, скажем так, подготовительный, что если у вас получится зажечь ватку, это будет здорово. Но после этого вам предстоит довольно-таки длительный путь подготовления, становления. И если честно, я знаю, что очень многие люди отказываются от этого, потому что их больше привлекает что-то более простое. То есть тот же самый телекинез, он проще в обучении, в изучении, в использовании. Здесь нужна намного более сильная концентрация. Плюс ваш мозг, он всегда блокирует эти элементы, потому что ваш мозг настроен, первая его функция – это сохранить вам жизнь. И если он хоть каким-то образом понимает, что вы подвержены опасности, он просто не даст этому сработать, и все. Я понял вас, Эраст. Эраст, а вот я слышал, что огонь разный, он разный по энергиям. То есть там, к примеру, огонь от камина, он немножко свой, да, от церковной свечки свой, от обычной свечки свой, а вот огонь от пирокинеза, у него есть какая-то вот особая энергия? Огонь от пирокинеза зависит непосредственно от силы ваших чакр. Насколько они сильны, настолько сильный огонь. И, кстати, самый интересный тот факт, что даже если он зажигает какой-то предмет, если вы ослабляете энергию вашего тела или энергию ваших тонких тел, он может угаснуть даже на легкогорящем предмете. У него нету вот именно такой энергии настоящего огня. Как ни крути, а это искусственный огонь, который напрямую зависит от вас. И если, например, какой-то предмет немножечко влажный, и вы поддерживаете эту энергию, он горит. Если вы ее ослабляете, он тухнет. А если, к примеру, зажечь свечку? Ну, опять-таки, если вы зажгли не первый раз, тогда, конечно же, она будет гореть. То есть тот предмет, который уже горел, почему мне с деревом было проще, оно уже горело. Оно уже знает огонь, и огонь знает его. То есть две природы были соединены. Свеча, в принципе, зажигается, да, легко. Спичка зажигается легко. То есть легко воспламеняющиеся предметы, в принципе, проще работать, потому что вам не нужно удерживать энергию. Самая, конечно, сложная техника – это пирокинез на металле. То есть вы можете зажечь металл. Но опять-таки это настолько искусственный огонь, который вам нужно постоянно поддерживать, ведь металл же не горит. То есть откуда там может взяться огонь? Это переход из органики в неорганику с выделением энергии. И если, скажем так, вы пытаетесь поджечь огонь, представьте, сколько вашей энергии вам нужно отдать, потому что сама физика огня требует перехода энергии. И эта энергия будет браться у вас. Поэтому это довольно-таки трудоемкий, энергоемкий процесс. Я понял. А вы делали вот с металлом пирокинез? Никогда, но, кстати, вот интересно было попробовать довольно-таки. Вообще это на самом деле пробуется проще всего, это попробовать на старинных монетах.
старинные монеты, либо какие-то драгметы, то есть драгоценные металлы, они имеют определенную энергетику, с ними проще работать. Можно попробовать, я никогда не пробовал, я знал об этом, но, знаете, поскольку у людей вообще само отсутствие веры в этот феномен, и если им показать еще это на металле, они скажут, ну это вообще какая-то замануха, это не существует, как может металл гореть. Друзья, если вам интересна тема ситх, тема сверхспособностей, мы рады сообщить вам, что у нас существует группа, в которой мы обучаем людей и даем обучение с самого начала, то есть вы получаете базу, которая постепенно переходит к таким ситхам, как телекинез, пирокинез, левитация. В некоторых моментах мы даже будем освещать более высокие ситхи, такие как телепортация, поэтому не упустите свой шанс, кому интересно. Подписывайтесь, ссылка на запись будет в описании. Друзья, мы будем рады вас видеть в нашей группе. Друзья, я благодарю вас за внимание, надеюсь, кому-то помогла эта информация. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Здесь еще будет много всего интересного. До скорых встреч!